Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на кухне у Евы мы приготовим сырный суп, точнее его бюджетную версию, так как варить мы будем суп с плавленными сырками «Дружба». Супчик у нас получится очень вкусный, несмотря на то, что он весьма малозатратный. Чтобы не упустить тонкости простого рецепта сырного супа, досмотрите ролик до конца. Для приготовления нам понадобится картофель, морковь, лук, соль, зелень, макаронные изделия. У меня это мелкие ракушки. Можно их заменить лапшой или вермишелью. Также нам будет нужен плавленый сыр. У меня это не классические сырки «Дружба», но очень-очень похожие по вкусу. Так как готовить мы будем сырный суп без мяса, то первым делом мы нарезаем картофель. Режем картошку довольно мелко. У меня кубики получаются с ребром около 1 сантиметра. Обычно я режу картошку крупнее, но когда я готовлю суп с плавленными сырками, мне нравятся мелкие кубики картофеля. После картошки нарезаем лук. Его я тоже режу максимально мелко. Вместо крупных луковиц можно добавить в суп зеленый лучок. В этом случае его следует положить в суп из плавленного сыра в самом конце, одновременно с зеленью. Теперь нарезаем морковку. Сначала режем ее на колечки, затем соломкой. Обычно я на этом останавливаюсь, но в сырном супчике морковь мне больше нравится нарезанной кубиками, причем мелкими. Видите, их грань не больше 5 мм. Впрочем, вы можете натереть морковь на терке, а картофель нарезать, как обычно, для первого блюда. От этого ваш суп с плавленным сырком вряд ли станет менее вкусным. Так что измельчайте овощи таким образом, как вам нравится. Нарезанные овощи заливаем водой и отправляем на плиту. У меня кастрюля на 2,5 литра, поэтому я налила 1,5 литра воды. Дожидаемся закипания. А пока, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Этим вы поддержите его развитие, и я увижу, что мой ролик о том, как приготовить сырный суп, вам интересен. Тем временем натираем сыр. Я использую крупную терку, но чтобы сырки лучше растворились в супе, следует тереть их на мелкой терке. Если же вы, как и мои домочадцы, любите, чтобы в супе из плавленных сырков плавали хлопья не до конца растворенного сыра, то натирайте на крупной. Овощи закипели. Даем им повариться 2 минуты. Теперь забрасываем в суп без мяса ракушки. Перемешиваем, чтобы ничего не пристало ко дну. Если вы будете варить суп с вермишелью, то дождитесь полной готовности картофеля и только тогда ее добавляйте. Мои же макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, им нужно вариться 10 минут, поэтому я сейчас высыпаю их в кастрюлю. Они как раз доварятся одновременно с овощами. Если вам пришелся по душе суп с плавленным сыром, рецепт которого я вам показываю в этом видео, то поставьте отметку «Нравится» и поделитесь роликом в социальных сетях. Пусть ваши друзья тоже узнают, как сварить сырный суп из недорогих и доступных продуктов. Прошло 10 минут. Овощи и ракушки готовы. Высыпаю в кастрюлю натертые плавленые сырки. Сразу же в суп с плавленным сыром без мяса добавляю зелень. Перемешиваем. У меня это замороженные петрушка и укроп, по 30 граммов каждого. Вы можете добавить другую зелень или вообще заменить ее любимыми сухими специями. Ориентируйтесь на свой вкус. Дожидаемся, чтобы вкусный сырный суп закипел, и пробуем его на соль. Если недостаточно, добавляем. Мне пришлось всыпать около чайной ложки. Еще раз перемешиваем и выключаем. Суп с плавленными сырками, рецепт которого очень прост, уже готов. Можно дать ему настояться или сразу набирать тарелки. В любом случае результат вас не разочарует. Поглядите, какой супчик получился. Не густой, не жидкий. При этом он очень-очень вкусный. Его нежную сливочность оценят даже гурманы. А затраты на продукты минимальны. Подавать этот экономный суп лучше всего с сухариками. Их способ приготовления есть у меня на канале. Большое спасибо, что досмотрели мой рецепт супа с плавленным сыром до конца. Готовьте его на здоровье. Приятного аппетита! Пока-пока!